Сложно поверить, что Амит Патель, когда-то процветающий врач скорой помощи, сейчас тяжело болен. Его жизнь, полная ярких моментов и спасенных жизней, изменилась до неузнаваемости. Лишь когда видишь у его ног служебную собаку по имени Кика, становится ясно, что проблема мужчины действительно весьма непроста. Амит лишился зрения 5 лет назад, и эта утрата не только изменила его мир, но и заставила его пересмотреть свое место в обществе. Настигнувшая его болезнь, кератоконус, медленно и неумолимо превращала его жизнь в безмолвную тьму. Одно дело потерять физическую возможность видеть, и совсем другое — осознать, что с каждым днем вокруг все больше становится незнакомых силуэтов, но нет ни одного, который мог бы обнять, поддержать или радовать. Амит вспоминает тот момент, когда стал замечать изменения в своем зрении. Маленькие огоньки вспыхивались, затем исчезали, а затем мир просто стал черно-белым. Слова врачей, когда они произнесли предсказание о полной слепоте, остались в его голове вместе с незабвенной надеждой, что случиться этого не должно. Но все же произошло то, что долгое время казалось совершенно невозможным. При этой непростой ситуации, к счастью, его родственники и жена поддерживали его всеми силами. В каждое утро ему приносили завтрак в постель, а вечерние беседы помогали справиться с тяжелыми мыслями. Они становились опорой и светом в его мрачном существовании. С каждым днем поддержка семьи становилась все более важной. Сегодня, свыкшийся со своим положением, Амит уже не боится отправиться куда-то без других людей. Он научился полагаться на верного спутника, своего поводыря Кику. Эта собака стала не просто помощником, а настоящим другом, который требовал от человека самого лучшего и помогал преодолевать трудности. Далеко не каждый пес может быть поводырем. Специально обученные собаки, среди которых чаще всего встречаются ротвейлеры, лабрадоры и немецкие овчарки, становятся настоящими спасителями. Мужчина понимал, что без поводырей слепые как без рук. Именно поэтому в общественном транспорте и местах общественного питания многие ограничения на присутствие животных не распространялись на них. Однако, выходя на улицы, он, как и многие другие слепые, сталкивался с предвзятостью и невежеством окружающих. Когда Амит и Кика отправлялись на прогулку или по делам, они натыкались на людскую жестокость. Общество, увы, бывает разным. Чтобы показать миру, как приходится жить слепым, Амит запустил необычный проект. Его жена прикрепила на попону его собаки камеру GoPro. Это было рискованное решение, но благодаря тому, что окружающие редко обращают внимание на объектив, им удалось запечатлеть множество отвратительных сцен, показывающих, как безнаказанно многие отказываются проявлять сострадание. Одним из самых показывающих моментов была встреча у эскалатора, куда направлялись Амит и его собака. Кика — одна из немногих собак-поводырей, обученных сопровождать хозяев на эскалаторе. Каждый день, когда они стояли в очереди, Амит чувствовал напряженность. Люди, ожидающие своей очереди, вместо того, чтобы понять и помочь, с негодованием смотрели на него и его собаку. Даже в тот момент, когда они понимали, что владелец пса слеп, многие все равно начинали бить животное своими сумками и зонтами или проталкиваться мимо. Кика чувствовала дискомфорт, а вместе с ней и Амин нервничал. Он не знал, как лучше защитить своего четвероногого спутника, и был сильно расстроен тем, что чья-то грубость оказывала на них такое негативное влияние. В определенный момент к мужчине обратилась незнакомка, потребовав извинений за то, что он перегородил собакой проход. Амин, не сдержавшись, спросил, не нужно ли ему извиниться за свою слепоту. Самое страшное, что незнакомка ответила утвердительно. «Да, вы должны понять, что мешаете другим». Этот случай стал для Амита знаковым, но, к сожалению, он не был единственным. Проходя по улицам, мужчина и его верный друг сталкивались со смешанными ситуациями.
Например, люди в общественном транспорте иногда ставили свои сумки на свободные сиденья вместо того, чтобы предложить слепому занять место. Незнакомцы пренебрегали его правами и выражали недовольство, даже если он совершенно ни в чем не провинился. Недуг Амина не позволял ему знать, кто к нему обращается, и он часто слышал грубые комментарии и угрозы. То, что Патель прекрасно слышал и мог ответить, не останавливало хамов и не останавливал таких людей. Их отношение к нему разрывало его на части, потому что они не понимали, что именно слепота делает его уязвимым. Но еще более отвратительное поведение проявляли, казалось бы, те, кто обязан был ему помогать, как, например, работники на станциях. Амит однажды вспомнил, как сам подошел к ним с просьбой о помощи. Он вежливо обратился и ждал целых 5 минут, пока те соизволят ответить. Они прекрасно видели, что слепой мужчина ждет, но ничего не предпринимали и даже не подали знак. Ни один из них не стремился помочь. Амит был в отчаянии, так как ему приходилось повышать голос, чтобы хотя бы привлечь их внимание. Каждый раз, когда он сталкивался с такой отношением, это оставляло глубокий след на его душе. К счастью, в такие моменты рядом всегда находилась Кика, для которой служба была не только работой, но и актом бесконечной преданности. Ей удалось несколько раз оттолкнуть Амита от опасных ситуаций, например, когда к нему на большой скорости выезжала машина на красный свет. Она мгновенно среагировала, и Амит был уверен, что Кика спасла ему жизнь. Автомобиль слегка задел поводыря, однако, к счастью, Кика почти не пострадала. Это происшествие не смогло сломить дух Амина и его собаки. Уже через 3 дня Кика снова готова была исполнять свои обязанности. Однажды в рамках проекта Амин решил снять несколько видеообращений, в которых записывал общественную реакцию на их походы. Он надеялся, что это поможет привлечь больше внимания к проблемам слепых людей и показать, как важно учить общество быть добрым и терпимым к беззащитным. Видеоролики получились глубокими и впечатляющими. Амит делился своими мыслями о жизни после потери зрения, о том, как важно иметь терпение друг друга и заботиться о близких. Каждое новое видео собирало массу отзывов и комментариев. Люди стали осознаннее относиться к своему поведению, и некоторые стали делиться своими историями. Они поняли, что слепота — это не предлог для асоциального поведения, и что многие из них не задумывались о том, как важно быть внимательными к окружающим. Однако не все так быстро менялись. В некоторых местах даже глухота слепоты проявлялась в полной мере. Непростую жизнь слепого человека на переполненных улицах составилась на самом деле гораздо легче, когда он был окружен добрыми и понимающими людьми. Стоило только чему-то просто случиться бездействию, как в предвкушении людям становится легче делать свои выводы, а не критиковать таким образом. Тем не менее, Амин и Кика продолжали борьбу за свое место в обществе. С каждым днем совместных приключений их связь только крепла. Кика не была просто собакой-поводырем. Она стала неотъемлемой частью жизни Амина. Каждый шаг вместе, каждая прогулка, каждый новый опыт наполняли их жизни смыслом и неизменной радостью. Зная, что они вместе, Амин чувствовал себя сильным и уверенным в том, что мир, каким бы он ни был, не погасит их искру надежды и доброты. Однажды, прогуливаясь в парке, они встретили группу волонтеров, которые собирали средства на помощь слепым. Амит и Кика подошли к ним, и вскоре его истории привлекли внимание людей. Благодаря искренним рассказам о его жизни и о доброте его собаки-поводыря, они смогли заинтересовать многих. Вскоре выставка, в которой участвовали Амит и Кика, собрала много поддержки и средств для обучения собак-поводырей. В конце концов, Амин понял, что его слепота не должна быть приговором. Он осознал, что его история может вдохновлять других, приносить свет в жизни тех, кто испытывает трудности. Вместе с Кикой они продолжили свой путь и показали, что даже в самых тяжелых условиях можно найти радость, надежду и любовь. Это был не только их путь, но и путь всех людей, которые решили не закрывать глаза на то, что происходит вокруг. Необходимо было просто научиться быть добрее, понимать друг друга и проявлять человечность.
Таким образом, в их жизни неудержимо росло количество друзей, и все больше людей вдохновлялись их примером. С каждым новым днем их дружба становилась все крепче, как и их вера в людей. А значит, впереди ждал только светлый путь и новые впечатления, которые они продолжали собирать вместе, оставляя позади ненависть, предвзятость и жестокость.